Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих водолеев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о тенденциях августа 2025 года для восходящих водолеев. Первое событие августа, 9 числа, в вашем 12 доме гороскопа состоится полнолуние. Полнолуние в 12 доме гороскопа. Ну, в целом, конечно, полнолуние в 12 доме гороскопа, в доме уединения, в доме фантазий, иллюзий, в доме закрытых организаций, зарубежных поездок. Это, конечно, чаще всего такое тревожное немного полнолуние с точки зрения того, что вроде ничего не происходит, а у нас как бы душа не на месте. Мы начинаем что-то вот себе придумывать, накручивать, поэтому это полнолуние, когда нужно больше внимания уделять своему ментальному здоровью. Может быть, где-то прогуляться, может быть, себе какой-то информационный детокс устроить. И полнолуние это может и приносить какую-то дальнюю поездку, либо посещение санатория, посещение монастыря, больницы, может быть, какой-то игровой процесс, то есть погрузиться в мир игры, музыки и так далее. Также полнолуние в 12 доме гороскопа может давать перемены в тренировках, в режиме питания и в кредитных каких-то вопросах. 11 августа выходит из ретроградного движения Меркурий в вашем 6 доме гороскопа, и он будет еще по 6 дому гороскопа идти до 30 августа. Вот тут у вас эта ось активно как раз-таки лечение, потом какие-то рутинные дела, процедуры, посещение банков. И выход Меркурия из-за ретроградного движения — это период, когда какие-то вопросы могут проясниться, связанные с, не проясниться даже, а вот завершиться, разрешиться, с те, которые вы, допустим, начинали делать в июле, которые у вас, может быть, застопорились. Это как раз-таки сбор каких-то, может быть, документов, походы по банкам, по поликлиникам, может быть, вы там на тренировки какие-то пошли, может быть, вы пошли на какой-то спорт, да, и вот это вот все, оно могло где-то застопориться, и выход Меркурия из ретроградного движения дает возможность завершить. Также это возможность завершить вопросы, которые появились у вас как то, что вы не знали, и оно превратилось в вашу рутину, либо разрешение каких-то сложных, таких болезненных вопросов тоже. И, может быть, вы с первого раза не смогли их решить, а сейчас Меркурий начинает прямое движение, у вас появляются какие-то инструменты. Это же касается, вот если у вас есть дети, это касается вопросов получения каких-то справок на детей, может быть, какие-то медицинские процедуры, связанные с вопросами деторождения. Это может быть справки, которые касаются обучения. Это может быть какие-то экзамены, особенно если вот вы будете пересдавать экзамены, какие-то писать, то выход Меркурия из ретроградного движения с 11 августа до 30 августа, вот этот транзит, он дает возможность повторно что-то сделать хорошо. С 16 августа по 16 сентября Солнце будет идти по вашему 7 дому гороскопа. В транзите Солнце будет встречаться с Кету, но уже там в начале сентября будет более близкое соединение. А в целом Солнце будет идти по своему собственному знаку. Это хорошо. Период транзита Солнца по 7 дому гороскопа, он может давать прояснение каких-то вопросов, связанных с партнерством, с браком, с командой или отделом, в котором вы работаете. Также может дать такое, знаете, перенаправить внимание ваше на эту тему. То есть, может быть, вы эту тему обходили стороной, может быть, вы эту тему игнорировали.
какие-то вопросы подсветить, которые нужно будет решать. И у нас так бывает обычно, Солнце вот заходит, подсвечивает какие-то вопросы, потом приходит туда Меркурий, мы начинаем что-то выяснять. Но в целом еще транзит Солнца по 7 дому гороскопа может давать какой-то статус вашему партнеру, либо какой-то статус в партнерстве, то есть, например, там венчание, либо помолвка, либо, может быть, какой-то статус в команде, в которой вы состоите, то есть, допустим, переименовали отдел, либо отдел вошел там в какой-то другой отдел, что-нибудь такое. С 20 августа по 14 сентября Венера будет идти по вашему 6 дому гороскопа. Ну, во-первых, конечно, это прямое указание на какие-то поездки, и это может быть либо какая-то одна длительная поездка, либо вы можете несколько раз поездить из города в город, из страны в страну, кстати, возможно, с партнерами по браку, личной жизни, возможно, по вопросам транспорта какого-то, например, покупки, продажи, возможно, по вопросам финансов. А также транзит Венеры по 6 дому гороскопа – это период, когда вы можете заниматься ремонтом как раз транспорта, лечением зрения, лечением зубов, флор органов, речи. Еще это может быть ремонт одежды, украшений каких-то и так далее. Могут быть какие-то трения в отношениях, естественно, по транзиту Венеры по 6 дому гороскопа. Либо, допустим, ваш партнер начинает заниматься спортом или что-нибудь такое. Либо у него там тоже период, когда нужно ходить по врачам, нужно обследоваться и так далее. Но в целом транзит Венеры по 6 дому гороскопа еще может характеризоваться тем, что вы можете какие-то спорные вопросы решать с помощью вышестоящих органов. То есть, может быть, привлекать, например, если в работе, привлекать там руководителя к решению какого-то спорного вопроса, либо отправляться в суд. Ну, тут нету таких прям судебных каких-то процессов, но, может быть, вам нужно, допустим, в суде подтвердить ваш брак или что-нибудь такого тоже может быть. 23 августа состоится новолуние в вашем 7 доме гороскопа. Вот у вас как-то все смещается на личную жизнь. И новолуние в 7 доме гороскопа, оно кому-то из водолеев может дать, кстати, поездку к морю, к океану, зарубежное путешествие такое. Кому-то из водолеев может дать начало отношений, либо новый этап в отношениях, либо новую команду тоже. Но новый этап в отношениях, опять, как я говорила, это может быть и помолвка, и венчание, и регистрация брака, либо просто вы познакомились, начинаете с человеком встречаться, либо у вашего партнера какой-то новый этап, потому что новолуние не всегда прям глобальное, но может быть просто у вашего партнера какой-то новый этап, например, устроился на работу, либо получил какой-то статус, что-нибудь такое. И с 30 августа по 15 сентября по этому же 7 дому гороскопа пойдет уже Меркурий. И Меркурий говорит о том, что мы начинаем общаться много будет общения с партнерами, либо много общения с командой. А много общения с командой это как? Например, вы приходите в новый коллектив, начинаете со всеми знакомиться, здороваться, начинаете про всех все узнавать, либо какие-то, может быть, у вас там мероприятия, когда нужно будет про коллег все узнать получше, либо будете выяснять что-то про партнерство, про то, как, допустим, бизнес партнерский открыть и так далее. Есть тенденция на небольшую влюбленность. У водолеев могут быть такие вещи, то есть какая-то искорка, какой-то, ну, больше даже разговоров, может быть, о любви, также построение каких-то планов в отношениях, может быть, каких-то внезапных предложений, вот связанных с отношениями, с партнерством. Может быть, планы на детей тоже строить, планы на учебу какую-то совместную, либо на совместное путешествие. В общем, какие-то такие приятные, наверное, у вас будут разговоры, какие-то приятные события. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.